Глава 1681. Демонстрация силы. Эти щупальца не только были покрыты темно-зелеными узорами, но еще и изрешечены массивными присосками размером с колеса телеги, создавая поистине тревожное зрелище. Как только эти щупальца появились, Ши-кун топнул ногой по земле, и его тело вылетело, как стрела, в мгновение ока доставив его к ближайшему щупальцу, а затем провел рукой по воздуху. Полоска желтого света вырвалась вперед, словно гигантский клинок длиной более 100 футов, с легкостью разрубив одно из массивных щупалец. Огромный фонтан зеленой крови тут же хлынул в воздух, и с неба полилась грязная зеленая кровь. Ши-кун выпустил взрыв хриплого смеха, увидев это, и его тело покачнулось, когда он приготовился лететь к другому щупальцу. Однако из-под острова внезапно раздался громовой рев, заставив все небо в близлежащей местности ощутимо задрожать. Ши-кун дрогнул в воздухе, и его выражение лица слегка изменилось, и как раз в этот момент отрезанное щупальце морского зверя внезапно резко взметнулось в воздухе. Кровотечение из раны немедленно прекратилось, и изнутри хлынули потоки гнилостного зеленого тумана. Ши-кун явно был чрезвычайно опытным воином, и, увидев это, он немедленно отступил, улетев на расстояние более 300 футов, чтобы дистанцироваться от этого зеленого тумана. Однако, в отличие от нападения на Ши-куна, зеленый туман в воздухе внезапно превратился в целое щупальце, идентичное тому, которое он только что отрубил. Выражение лица Ши-куна потемнело, когда он увидел это, и он тут же снова взмахнул рукой, чтобы высвободить еще одну разрушительную полоску желтого света. Однако в этом случае все присоски на новообразованном щупальце немедленно сжались и расширились, выпустив вспышки черного света. Полоска желтого света поразила черный свет с громким лязгом, за которым последовал резкий скрежет металла о металл. Полоска желтого света смогла прорезать часть черного света, но в конце концов превратилась в ничто незадолго до того, как достигла щупальца морского зверя. В этот момент рев, доносящийся из-под острова, стал еще громче, и щупальце с огромной силой обрушилось на Ши-куна. Еще до того, как он ударил его, поднялись яростные порывы ветра, из-за чего Ши-куну было довольно трудно стоять на месте. На его лице появилось свирепое выражение, и он издал громкий рев, взмахнув кулаком. Хань Ли и Лю Шуэр пристально наблюдали за битвой сверху, и они заметили, что в тот момент, когда Ши-кун нанес удар, его кулак раздулся, как воздушный шар, в 5-6 раз больше своего первоначального размера. Более того, несколько желтых рун вышли из гигантского кулака, а затем взорвались в унисон, и желтый ореол поднялся, образуя световые ряби, похожие на ударную волну. Как только гигантское щупальце соприкоснулось с желтым светом, его кожа искривилась, как если бы оно было возбуждено какой-то огромной силой. Сразу после этого щупальце начало по существу распадаться и упало сверху в виде кусков кожи и плоти вместе с хлынувшей зеленой кровью. Этот удар казался даже более мощным, чем тот, который нанес Ши-кун, чтобы сравнять с землей весь маленький остров. Даже веки Хань Ли непроизвольно дернулись, увидев это. Однако морское чудовище под островом явно было полностью взбешено этой атакой и издало яростный рев, а его оставшиеся несколько щупалец хлестали по воздуху в унисон, образуя бесчисленные черные тени, которые падали прямо на Ши-куна. Эти щупальца были настолько массивными, что уносили ураган, охвативший весь остров. Черные тени и ураганные ветры переплелись, полностью схватив Ши-куна. «Похоже, нам не нужно ничего делать. Господина Ши должно быть достаточно, чтобы разобраться с этим морским чудовищем», вздохнула Лю Шуэр, глядя на нее сверху. Действительно. Брат Ши обладает чрезвычайно могущественным телом, так что это морское чудовище неизбежно будет убито. Однако это существо, похоже, обладает бессмертной способностью тела, поэтому лучше сначала войти в океан и убить его основное тело. В конце концов, будет нехорошо, если эта битва затянется слишком долго, ответил Хань Ли после короткой паузы. Это правда. Так случилось, что я использую искусство культивации элемента воды, так что я позабочусь об этом, кивнула Лю Шуэр. Хань Ли был довольно удивлен, услышав это, но просто улыбнулся и согласился. В таком случае я оставлю все тебе, фея Лю. Таким образом, Лю Шуэр сделала печать заклинания, и синий свет вспыхнул от ее тела, и она мчалась прямо вниз в виде полоски синего света и исчезла в океане после нескольких вспышек. Почти в тот же момент с маленького острова, полностью окутанного яростными ветрами и черными тенями, прогремела вереница громких ударов. Хань Ли взглянул на остров и обнаружил шары пронзительного желтого света, насильно прорывающиеся сквозь мощные ветры. В то же время в небеса разразилась поразительно палящая аура, из-за чего даже два ограничивающих барьера наверху слегка задрожали. Среди этих громких ударов хриплый смех Ши-куна все еще был отчетливо слышен, и он, казалось, только что разогрелся. Он берсерк. Раньше я только слышал о таких существах, но, похоже, сейчас я являюсь свидетелем одного из них в действии, пробормотал Хань Ли про себя с кривой улыбкой на лице, проводя рукавом по воздуху. Вспышка лазурного света пронеслась, мгновенно исчезнув в барьере белого света, и барьер снова полностью упал.
Таким образом, Ши-кун продолжал свое неистовство на маленьком острове, постоянно измельчая щупальца вокруг себя, в то время как щупальца морского зверя быстро регенерировали среди взрыва зеленого тумана. Таким образом, они вдвоем зашли в своего рода тупик. Однако через несколько мгновений зверский рев, доносящийся из-под острова, внезапно принял мучительный оборот, и морская вода внизу начала неистово бурлить. Огромная волна высотой более 1000 футов была захвачена без всякого предупреждения и с разрушительной мощью устремилась к маленькому острову. Если такая удивительно мощная волна действительно ударит по острову, то есть большая вероятность, что она затонет. Глядя на это, выражение лица Хань Ли слегка потемнело, и он сразу же протянул нетронутую белую ладонь своего рукава, а затем раздвинул пальцы и сделал хватательное движение. 5 вспышек пятицветного ледяного пламени немедленно вырвались с кончиков его пальцев, в мгновение ока врезавшись в белый световой барьер, окружающий остров. Световой барьер немедленно приобрел 5 цветов ледяного пламени, и в этот момент на него обрушилась гигантская волна. Пятицветный световой барьер казался чрезвычайно тонким и хрупким, но когда пятицветный свет пронесся по его поверхности, вся морская вода мгновенно превратилась в лед. Произошло нечто невероятное. Над островом появился массивный купол из голубого льда, сдерживая все набегающие волны морской воды, в то время как сам маленький остров остался совершенно невредимым. Хань Ли кивнул с довольным выражением лица, увидев это, и убрал руку. Гигантские волны лишь несколько раз врезались в ледяную стену, а затем утихли, и вся поверхность океана внезапно стала на удивление спокойной. Как только на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, раздался громкий гул, когда человекоподобная фигура взлетела с острова, а затем появилась в воздухе. Что случилось? Почему этот морской зверь больше не нападает? Неужели госпожа Лю решила помочь мне? Человекоподобной фигурой был никто иной, как Ши-кун, и он смотрел на Хань Ли с намеком на замешательство в глазах. Услышав это, Хань Ли улыбнулся, но, когда он собирался что-то сказать, на поверхности океана рядом с островом внезапно появился массивный черный вихрь. Морская вода поблизости вращалась вокруг водоворота, и на поверхность поднялось огромное тело черного зверя, оказавшись гигантским черным осьминогом. Однако этот осьминог был не только необычайно огромным, но и обладал человеческим лицом свирепого вида. К его телу рядом с гигантскими щупальцами были прикреплены даже 2 толстые руки, и к каждой из этих рук была прикреплена рука с багровым копьеподобным оружием. Вспышка синего света вырвалась из воды рядом с тушей гигантского морского зверя, а затем внезапно появилась в воздухе рядом с Хань Ли. Синий свет погас, и открылась великолепная фигура Лю Шуэр. «Значит, это действительно была ты, фея Лю. Так, у тебя должно быть припасено несколько козырей в рукаве, раз ты так быстро позаботилась об этом гигантском чудовище», сказал Ши-кун с намеком на удивление в глазах. Это было не так уж и сложно. Если бы не тот факт, что ты отвлек зверя на себя, я бы просто не смогла убить его так легко. Должна сказать, что твои способности впечатляют. Господин Даосист Хань, тебе даже удалось заморозить такое огромное количество морской воды, заметила Лю Шуэр, взглянув на массивный ледяной купол внизу. Хе-хе, вам двоим не нужно быть такими скромными. Видя, как зверь убит, давайте снимем эти ограничения и поселимся на острове, усмехнулся Хань Ли. Ши-кун и Лю Шуэр, естественно, не возражали против этого, и первый немедленно начал спускаться к острову. Между тем, Хань Ли и Лю Шуэр оба скрепили ручные печати, чтобы снять свои ограничения. «Брат Хань, мы не можем просто оставить здесь этот ледяной купол, он слишком привлекает внимание», сказала Лю Шуэр, указав вниз. Хань Ли, казалось, уже рассмотрел этот вопрос, и он быстро ответил: «Конечно, я немедленно растоплю его». После этого он открыл рот, чтобы изгнать серебряный огненный шар, который немедленно превратился в серебряного огненного ворона размером около фута. «Ступай», — проинструктировал Хань Ли, проводя рукавом в сторону огненного ворона. Огненный ворон расправил крылья и с чистым криком нырнул головой в ледяной купол. Затем последовала странная сцена. Купол из ледяного льда, который был твердым, как скала, но начал таять на больших участках с того места, где исчез огненный ворон, снова превращаясь в взбалтывание морской воды перед дождем сверху. Всего за несколько минут весь ледяной купол исчез. Только тогда Хань Ли поднял руку, и серебряный огненный ворон немедленно появился снова и исчез в его рукаве. «Ты обладаешь способностями как огня, так и льда? Это большая редкость, господин Даосист Хань», сказала Лю Шуэр с намеком на удивление в глазах. Глава 1682. Спарринг. «Это всего лишь пара непримечательных уловок», ответил Хань Ли со скромной улыбкой, прежде чем также медленно спуститься к острову. Брови Лю Шуэр слегка нахмурились, и она была вынуждена проглотить вопросы, которые собиралась задать, и продолжила спускаться полоской синего света. В этот момент Ши-кун уже некоторое время ждал в центре острова.
Он также был свидетелем того, как Хань Ли выпустил своего огненного ворона, чтобы растопить этот ледяной купол, но выражение его лица оставалось довольно спокойным, что резко контрастировало с безумием, которое он только что проявил в битве. Сердце Хань Ли слегка задрожало, увидев это. «У нас мало времени, поэтому давайте сразу же начнем практиковать объединенную секретную технику», предложил Ши Кун, как только Хань Ли и Лю Шуэр спустились поблизости. «Конечно». Однако у этой секретной техники должен быть главный, в то время как два других играют вспомогательные роли. У лидера должна быть самая мощная эссенция божественного света. Мы трое должны высвободить нашу эссенцию, чтобы решить, кто должен быть лидером, кивнул Лю Шуэр. Нет проблем. Я слышал, что фея Лю обладает природным телом, объединенным с эссенцией, а я — приобретенным телом, объединенным с эссенцией. Интересно, какое из них сильнее? Глаза Ши Куна загорелись от волнения, когда он заговорил это. Я думаю, что у нас обоих есть свои сильные и слабые стороны. Из-за того, что я обладаю природным телом, объединенным с эссенцией, у меня есть большой контроль над моей эссенцией божественного света, как если бы он являлся продолжением моего тела, но культивировать его очень сложно. Напротив, с приобретенным телом, объединенным эссенцией, ты можешь легко усилить свою мощь, используя внешнюю помощь, спокойно проанализировала Лю Шуэр. Но у тех, у кого есть природное тело, есть шанс развить свою объединенную эссенцию света. Это то, с чем я не могу сравниться. Вдобавок ко всему, мне пришлось вынести много страданий, чтобы обрести это тело. Господин Даосист Хань, я слышал, что ты отличаешься от нас обоих, потому что можешь высвободить эссенцию божественного света только с помощью сокровища. Это правда. Ши Кун усмехнулся, повернувшись к Хань Ли. Это действительно правда. Моя эссенция божественного света определенно не может конкурировать с вами двумя, поэтому я не буду участвовать в этом конкурсе, ответил Хань Ли с беспечной улыбкой. Ши Кун на мгновение уставился на Хань Ли, услышав это, но не стал на него давить, сказав: «В таком случае мы не будем форсировать проблему, брат Хань. Почему бы тебе не устроить спарринг со мной, фея Лю?» Лю Шуэр кивнула, а затем медленно поднялась в воздух на высоту более 200 футов над землей. По какой-то причине она также, похоже, очень заинтересовалась приобретенным телом Ши Куна, объединенным с эссенцией. Ши Кун издал низкий крик, и желтый свет вспыхнул по всему его телу, когда он поднялся на ту же высоту, что и Лю Шуэр, прежде чем столкнуться с ней в воздухе. Тем временем Хань Ли улетел на расстоянии более 1000 футов, оставив за собой след остаточных образов, посмотрев вверх с невыразительным видом. Он не был заинтересован в том, чтобы руководить комбинированной секретной техникой, но ему было очень интересно увидеть, насколько могущественна эссенция божественного света этих двух существ. В этот момент Ши Кун издал громкий крик, и его кожа постепенно почернела, превратив его в нечто похожее на черного каменного голема. Сразу после этого он сделал ручную печать, и серый свет мгновенно занял место желтого света вокруг его тела. Это был никто иной, как свет эссенции божественного света. «Смотри, фея Лю», предупредил Ши Кун, а затем поднял руку и развел пальцы в стороны, сделав хватательное движение. Столб серого света немедленно вырвался из его ладони, но как только он покинул его тело, он превратился в тысячи серых световых нитей, заполнивших все небо. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он посмотрел на него снизу. Лю Шуэр неторопливо запечатала ручную печать, увидев это, и серый свет также вырвался из ее изящного тела, образуя массивное колесо света с радиусом 40 футов, медленно вращавшееся позади нее. Центр колеса вспыхнул, и вспышка серого света пронеслась вперед, прямо навстречу приближающимся световым нитям. Эти двое мгновенно столкнулись, в результате чего произошел громкий взрыв. Оба они использовали один и тот же тип силы, поэтому ни одно из преимуществ эссенции божественного света не могло сыграть здесь роли. Таким образом, эта битва могла быть решена только силами их эссенции. После завершения взрыва весь серый свет растворился в ничто, и казалось, что их первое столкновение закончилось ничьей. Великолепно. Теперь посмотрим, сможешь ли ты справиться с этим. Ши Кун фыркнул, внезапно сложив руки перед грудью. Его черное каменистое тело вздрогнуло, и возникла вспышка пронзительного серого света, и он словно превратился в мерцающее серое солнце, слишком яркое, чтобы его можно было оценить напрямую. Впервые на лице Лю Шуэр появилось серьезное выражение, и она сразу же сделала печать заклинания рукой, одновременно распевая что-то. Серое колесо света позади нее расплылось, начав вращаться с большой скоростью, и бесчисленные руны вырвались из него в безумстве, разбиваясь, прежде чем снова сойтись. В мгновение эка массивная руна обрела форму в центре колеса света. Вперед! Ши Кун издал тихий крик, взмахнув обеими руками в воздухе, и они превратились в бесчисленные проекции, которые пронеслись по воздуху, как если бы он нанес сотни ударов за долю секунды. Каждая проекция кулака превратилась в шар серого света размером с голову,
и сотни из них в безумстве устремились к Лю-Шуэр, создавая довольно устрашающее зрелище. Перед лицом такого удивительного нападения Лю-Шуэр просто холодно хмыкнула и указала пальцем вперед. Из серого колеса света позади нее сразу же послышалось жужжание, и его вращение резко остановилось, а в центре появилась массивная руна. Затем развернулась необычная сцена. Как только руна взлетела в воздух, она резко увеличилась в размерах, достигнув нескольких сотен футов всего за несколько вспышек. Он беззвучно продолжал двигаться к шарам серого света, закрывая практически все небо. После удара по массивной руне все шары света исчезли в мгновение ока, как замки из песка, унесенные приливом. В руках Ши-куна мигал серый свет, и он собирался начать вторую волну атак, но выражение его лица сразу же изменилось, когда он увидел это. Через некоторое время он опустил руки, и на его лице появилась кривая улыбка. Для меня этого достаточно. Как и ожидалось от естественного тела, мое приобретенное тело просто не может сравниться. Я не смогу победить эту атаку. Ши-кун не предпринял никаких усилий, чтобы продлить этот спарринг, сразу же уступив, решив, что шансов на победу нет, а затем снова спустился на землю. Нет нужды отчаиваться, господин Даосист Ши. Я только недавно овладела этой способностью, и я бы не применила ее, если бы ты не нанес мне такую разрушительную атаку. На самом деле, сила твоей эссенции божественного света вполне сравнима с моей. Утешительно усмехнулась Лю-Шуэр и ткнула пальцем в гигантскую руну. Руна тут же раскололась во вспышке серого света, а затем рассыпалась на частицы серого света, которые снова устремились в серое колесо. После нежного взмаха ее руки серое колесо света мгновенно исчезло, и она тоже медленно спустилась сверху. Хе-хе, нет необходимости льстить мне, госпожа Лю. Я хорошо осведомлен о степени своих способностей. Я сражался на всю, но ты, вероятно, использовала только 70% силы в лучшем случае. Не могу ничего сказать о брате Хане, но с тобой мне не сравниться, беспечно ответил Ши-кун. Даже брат Ши не может сравниться с феей Лю, поэтому я не могу сравнивать, потому что моя эссенция божественного света исходит из сокровищ, сказал Хань Ли с намеком на улыбку на лице. Лю Шуэр и Ши-кун, естественно, не верили в то, что говорил Хань Ли, но, учитывая, что его эссенция божественного света действительно происходила из сокровища, скорее всего, он действительно уступал по силе по сравнению с их. Таким образом, двое из троих обменялись любезностями, не заставляя Хань Ли демонстрировать свою силу. Они не знали, что сокровищем, о котором говорил Хань Ли, была целая гора эссенции божественного света. Если бы они знали это, они бы так не думали. Таким образом, после этого спарринга Лю Шуэр была назначена лидером комбинированной секретной техники, в то время как Хань Ли и Ши-кун должны были играть второстепенные роли поддержки. Все трое немедленно создали гигантскую иллюзорную формацию поблизости, чтобы замаскировать тот факт, что весь остров был сравнен с землей, а затем начали практиковать секретную технику. Около дюжины дней пролетели в мгновение ика. За это время мимо острова не проходили никакие другие существа или морские звери, поэтому никаких происшествий не было. Еще через 3 или 4 дня иллюзорная формация на острове внезапно исчезла, и в воздух поднялись 3 фигуры. Естественно, это было не что иное, как трио Хань Ли. У Лю Шуэр было приподнятое выражение, в то время как Хань Ли оставался довольно спокойным, а Ши-кун выглядел так, будто ему просто все равно. Оказалось, что их культивация на острове прошла очень гладко. Я не думал, что наше развитие комбинированной секретной техники пройдет так гладко, нам удалось овладеть ею всего за полмесяца. Хе-хе, это главным образом потому, что твое владение эссенцией божественного света намного превосходит наше. Господин Даосист Хань и я оба получили огромную пользу от культивации вместе с тобой, усмехнулся Ши-кун в ответ. На самом деле, я не думала, что существует так много форм, которые может принять эссенция божественного света. Я действительно должен поблагодарить тебя за наставление, вмешался Хань Ли с улыбкой. Ты слишком добр, господин Даосист Хань. Я смогла справиться с этими вещами только потому, что обладаю естественным телом, объединенным с эссенцией. Если бы вы двое были на моем месте, я уверен, что ваше владение эссенцией было бы не намного лучше моего, скромно усмехнулась Лю Шуэр. Хватит обмена любезностями, пойдем и найдем эти закрытые руины как можно скорее. Невозможно определить, где мы сейчас находимся посреди океана, поэтому мы должны сначала найти землю, прежде чем решать, куда идти дальше, предположил Ши-кун. Хань Ли и Лю Шуэр, естественно, не возражали против этого. Таким образом, трое из них выбрали определенное направление и полетели туда. Глава 1683. Морская обезьяна-хранитель. Все трое летали 4 дня и 4 ночи, встречая по пути лишь несколько островов. Все эти острова были захвачены другими морскими тварями, каждый из которых обладал чрезвычайно мощной аурой.
Морские звери такого ранга были недостаточно сильны, чтобы отпугнуть их троих, но они явно были намного сильнее, чем зверосминог, так что даже троим из них было бы трудно противостоять им. Таким образом, и Лю Шуэр, и Ши Кун были очень рады, что прислушались к совету Хань Ли. В противном случае им пришлось бы отложить освоение этой секретной техники после того, как они нашли Землю. Однако Землю было явно не так-то легко найти. На пятое утро на поверхности океана вдали наконец появилась слабая черная полоска, и все трое были в восторге от этого. Мы, наконец, вылетели из этого проклятого океана, от души рассмеялся Ши Кун. Лю Шуэр тоже была в приподнятом настроении, но предупредила: «Ты все равно должен оставаться начеку, господин Дасист Ши. По опыту тех, кто был до нас, Земля здесь гораздо опаснее, чем океан. Мы, можем, нашли Землю, но лучше убрать нашу ауру, чтобы мы не предупредили о нашем присутствии могущественных древних зверей». «Не волнуйся, фея Лю, мне действительно нравится хорошая битва, но я хорошо осознаю свои возможности», — беспечно ответил Ши Кун. Лю Шуэр почувствовал себя немного увереннее, услышав это. Учитывая уровень культивации и опыт Ши Куна, ей, естественно, не следовало делать такое напоминание, но Ши Кун, похоже, слишком сильно любил сражаться, поэтому она была немного обеспокоена. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он увидел это, и он уже собирался что-то сказать, как внезапно на расстоянии над поверхностью океана внезапно поднялся сильный ветер. Стало появляться облако мутного белого тумана, и оно быстро распространялось. Что это? Хань Ли был несколько озадачен этим внезапным развитием событий. Лю Шуэр и Ши Кун, естественно, тоже были свидетелями странных сцен, разворачивающихся впереди, и обменялись слегка озадаченными взглядами. Без необходимости дальнейшего общения, все трое замерли как вкопанные, взглянув на берег впереди. Почти в тот же самый момент с берега раздался громкий крик, и море тумана размером в несколько акров неистово взметнулось вместе с океаном вокруг него. В то же время из-под тумана в небеса поднялась изумительная первозданная аура. Сразу после этого гигантский зверь, который был в несколько раз больше, чем даже гигантский осьминог, которого они убили, всплыл из океана. Это был пушистый гигантский обезьяноподобный зверь с рогом на голове. Как только зверь вылетел из моря, он запрокинул голову и испустил невыносимо резкий крик. Как только трио Хань Ли услышало этот громкий крик, их выражения резко изменились, и духовный свет вспыхнул в их телах, когда они поспешно создали толстые световые барьеры, чтобы защитить себя, а затем поспешно переглянулись между собой. Как только резкий визг достиг их ушей, их барабанные перепонки охватила острая боль. В то же время кровь в их телах начала бурно перемешиваться, вызывая неприятные ощущения в конечностях. Все трое, естественно, были этим весьма удивлены. Однако они не знали, это было только начало. В следующее мгновение резкий визг, исходящий из пасти гигантского зверя, внезапно превратился в громовой рев, заставивший окружающий воздух громко задрожать. Мало того, что окружающий морской туман быстро рассеялся в результате этого всемогущего грохота, бесчисленные вихри разных размеров образовались и в близлежащей морской воде. Бесчисленные рыбы всех видов всплыли на поверхность, повернув живот к небу, будучи убитыми звуковыми волнами разрушительного рева морского зверя. Внезапно поверхность океана в радиусе примерно 50 километров была изрешечена рыбьими тушами. В этот момент световые барьеры вокруг тел Хань Ли и других задрожали, как будто им наносили тяжелые удары, и их лица значительно потемнели. Лю Шуэр полностью побледнела, и ее тело непроизвольно дрожало, и казалось, что она вот-вот упадет вниз. Тело Ши Куна было неподвижно, как гора, но на его лбу пульсировали толстые вены, а его глаза угрожали вылезти из орбит, что явно указывало на то, что он испытывал чрезмерное напряжение. Среди них троих Хань Ли оставался наименее затронутым, и его лицо лишь слегка побледнело. Как ни странно, громовой рев оказывал огромное давление на всех троих, но они были совершенно не в состоянии пошевелиться, как будто их ноги приросли к месту. Рев, вырывающийся из пасти гигантского зверя, становился все громче и громче, и теперь в воздухе были даже прозрачные звуковые волны, которые были видны невооруженным глазом. После того, как эти звуковые волны пронеслись сквозь землю, на ближайшей поверхности океана образовалась вмятина глубиной более 100 футов, в результате чего образовался массивный водный кратер. Волны высотой в несколько тысяч футов мгновенно сформировались и разнеслись во всех направлениях, как будто огромная сила толкала их сзади. Хань Ли и другие находились в нескольких десятках километров от них, но все равно казалось, что эти волны вот-вот обрушатся на них в любой момент. Лю Шуэр и Ши Кун были очень встревожены этим развитием событий, но оба были полностью прикованы к делу. Прозрачные звуковые волны были менее чем в 500 метрах от них после нескольких вспышек, и Ши Кун, наконец, смог приоткрыть рот. При этом ему удалось издать слабый скрипучий звук, и желтый свет начал мигать от его тела, но он все еще был полностью не в состоянии двигаться. Пот начал стекать по его лбу, ужас появился в его глазах, а также в глазах Лю Шуэр.
Как только прозрачные звуковые волны собирались достичь их, золотой свет внезапно промелькнул перед лицом Хань Ли, и он холодно фыркнул. Хмыканье было не очень громким, но Лю Шуэр и Ши Кун вздрогнули в ответ, после чего их тела вспыхнули духовным светом, а на их лицах появилось выражение восторга. Сразу после этого Ши Кун топнул ногой в воздух и выстрелил в ответ в виде полоски желтого света. Тем временем Лю Шуэр сделала печать заклинаний, и ее тело расплылось, пока она не исчезла на месте. Когда она появилась снова, она была уже на расстоянии более 1000 футов. Всего за несколько вспышек она проехала почти 10 километров, даже обогнав Ши Куна. Хань Ли уже ускользнул полоской золотого света, как только хмыкнул. После того, как все трое сбежали почти на 20 километров, все они, наконец, остановились и повернулись назад. Прозрачные звуковые волны, которые хлынули к ним, наконец, иссякли в нескольких километрах от них. Незаметно для них, сразу после того, как они восстановили свою подвижность, зловещий свет вспыхнул в глазах гигантского морского зверя, и он взглянул в направление, куда они бежали, а затем вернулся на берег, как будто ничего не произошло. Во время этого процесса всемогущий рев, вырывающийся из его рта, не прекращался ни на мгновение. Что это за морское чудовище? Одного его рева было достаточно, чтобы ограничить наше тело и магическую силу. Неужели это легендарный истинный дух гигантской горной обезьяны? Сказал Ши Кун с намеком на страх в глазах. Лю Шуэр, казалось, частично восстановила самообладание и сказала: «Это не может быть гигантская горная обезьяна. Если бы это действительно было настоящее духовное существо, мы бы уже погибли от его рева. Мы не можешь позволить себе с ним возиться. Я думаю, это лучше соответствует описанию обезьяны-хранителя». Морская обезьяна-хранитель. Это легендарная обезьяна, которая якобы способна разрывать змеев голыми руками и глотать живьем существ ранга святой расы. Услышав это, Ши Кун резко вздохнул. Так и должно быть. В конце концов, рев морской обезьяны-хранителя был широко известен с древних времен. Скорее всего, мы смогли спастись живыми только потому, что он не атаковал нас напрямую, и мы просто оказались в неподходящем месте в неподходящее время, размышлял Лю Шуэр с кривой улыбкой. В таком случае нам действительно очень повезло, что мы спасли наши жизни. Если бы не брат Хань, спасший нас с этой своей способностью, мы двое, скорее всего, были бы уже мертвы. Ши Кун внезапно посмотрел на Хань Ли со своеобразным взглядом. Выражение его лица также отразилось на лице Лю Шуэр, и она сказала: «В самом деле. Я не думала, что брат Хань обладает способностью, которая может нейтрализовать рев обезьяны-хранителя. Ничего особенного. Так случилось, что я развил некоторые секретные техники, которые могли оказать некоторое сопротивление рыку этого зверя. К счастью, мы были довольно далеко, поэтому не были поражены всей мощью этого рева. В противном случае даже у меня тоже были бы проблемы», — равнодушно сказал Хань Ли. Услышав это, Лю Шуэр и Ши Кун обменялись скептическими взглядами. После короткой паузы Лю Шуэр улыбнулась и сказала: «В любом случае, ты спас меня и брата Ши. Мне придется отплатить тебе за это в будущем». «В самом деле, я в долгу перед тобой, брат Хань», — согласился Ши Кун. «Нет нужды принимать это близко к сердцу, господа. Это огромная ледяная область чревата опасностями. Кто знает, сколько здесь существ, таких же или даже более могущественных, чем эта морская обезьяна-хранитель. Вполне вероятно, что вы двое время от времени тоже будете спасать мою шкуру во время этой поездки», — ответил Хань Ли с улыбкой. «Господин даосист Хань, ты», — Лю Шуэр как раз собиралась сказать что-то еще, как вдруг вдалеке внезапно раздался странный протяжный крик вместе с громовым ревом. Это был чрезвычайно манящий крик, похожий на голос ангела. Все трое были весьма удивлены, услышав это, и их разговор немедленно оборвался, когда они снова устремили взгляд в сторону. С такого большого расстояния, даже несмотря на то, что белый туман уже рассеялся звуковыми волнами, они все еще могли уловить лишь нечеткое представление о том, что происходило. Там они обнаружили, что массивная пурпурная птица летела к гигантской обезьяне с противоположного берега, и это была не что иное, как та птица, которая испускала небесный крик. Она была слишком далеко, чтобы они могли точно определить размер птицы, но она оказалась вполне сопоставимой по росту с гигантской обезьяной. Кроме того, птица была полностью невосприимчива к воздействию рыка гигантской обезьяны и летела прямо к ней. Глава 1684. Лес темных зверей. Похоже, эта тварь по крайней мере такая же могущественная, как и эта морская обезьяна-хранитель. Мы должны выбраться отсюда как можно быстрее. Выражение лица Лю Шуэра изменилось, когда она увидела это, и она сразу же сделала печать заклинания руками и улетела прочь в виде полоски синего света. Даже без ее напоминания Хань Ли и Ши Кун знали, что битва между двумя существами с такими разрушительными силами, вероятно, затронет огромную территорию даже за пределами непосредственной близости от их поля битвы.
Таким образом, они также последовали их примеру и улетели полосками света позади Люшуэр так быстро, как только могли. 3 полоски света быстро растворились вдалеке, и несколько мгновений спустя с морского берега вдали внезапно раздался оглушительный рев. Сразу после этого звуки свирепых ветров и раскатов грома переплелись, создав грохочущий шум, заглушивший рев морской обезьяны-хранителя и крик гигантской птицы. Почти в тот же момент гигантская волна высотой более 10 тысяч футов в неистовстве хлынула от берега моря, полностью затопив место, где всего несколько мгновений назад стояло трио Хань Ли. В этот момент трио Хань Ли уже сбежало на несколько сотен километров, а затем изменило направление и полетело обратно к земле, сделав круг. После того, как все трое, наконец, благополучно вылетели на землю, Ши Кун вздохнул с облегчением, когда сказал: «Эта огромная ледяная область действительно так же опасна, как утверждают слухи. Здесь так много древних зверей, которые уже давно вымерли в нашем мире духов. Если мы продолжим встречать этих существ во время нашего путешествия, мы, скорее всего, умрем еще до того, как доберемся до закрытых руин». Его голос был не очень громким, но на их уровнях культивации Хань Ли и Люшуэрани, естественно, могли слышать его довольно ясно. Здесь действительно есть несколько древних зверей, но не похоже, что они повсюду. Скорее всего, нам просто не повезло, и мы наткнулись на поле битвы между двумя могущественными древними зверьми, сказала Лю Шуэр. Покачала головой. Неужели это просто невезение? Это довольно плохое начало пути, сказал Ши Кун, покорно пожав плечами. Такие культиваторы, как мы, существа, которые бросают вызов естественному порядку, поэтому мы не можем полностью игнорировать такие вещи, как приметы, но также нет необходимости принимать их всерьез, сказала Лю Шуэр с легкой улыбкой на лице. «Хе-хе, я очень на это надеюсь», — усмехнулся Ши Кун. Увидев неубедительное выражение лица Ши Куня, Лю Шуэр больше не говорила по этому поводу, вместо этого повернувшись к Хань Ли со словами: «Брат Хань, сначала нам нужно выяснить наше местонахождение в этом огромной ледяной области, и мы должны оставаться начеку все время». После событий, которые разворачивались ранее, Лю Шуэр явно была более вежливой с Хань Ли. «Нет проблем», — кивнул Хань Ли. Ему было довольно любопытно, как эти двое собираются определить свое текущее местонахождение. После этого он поднялся в воздух полоской лазурного света, достигнув высоты более 1000 футов, и снова показали себя. Затем его духовное чутье было высвобождено, охватив всю территорию в радиусе нескольких десятков километров вокруг них. Лю Шуэр кивнула с довольным выражением лица, а затем повернулась к Ши Куну со словами: «Начнем, господин Даосист Ши». «Хе-хе, я уже все подготовил», — без колебаний ответил Ши Кун. Таким образом, Лю Шуэр и Ши Кун резко улетели в разные стороны, а затем остановились после того, как между ними открылось несколько сотен футов. Таким образом, все трое оказались в массивном треугольной формации. В этот момент Лю Шуэр и Ши Кун взмахнули рукавами в воздухе, выпустив белый диск и желтый свиток соответственно. Затем они сделали печати заклинания, повторяя что-то, и диск увеличился более чем в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, как будто это была огромная луна. Тем временем желтый свиток медленно развернулся, обнажив вспышку желтого света, и, похоже, внутри свитка что-то таилось. Внезапно вспыхнул желтый свет, и весь свиток исчез. В следующее мгновение пятнышки желтого света всплыли в воздухе в радиусе более 1000 футов, и эти пятнышки света вспыхнули, а затем слились в одно целое, чтобы сформировать желтый световой барьер, закрывающий все небо. Ши Кун тихонько вскрикнул, увидев это, и ткнул пальцем в искусственную луну. Чистый белый свет закрутился вокруг него и растворился в желтом световом барьере, а пение Лю Шуэр и Ши Куня стало становиться громче. Затем последовала странная сцена. Из-за желтого светового барьера раздался громкий жужжащий звук, вслед за которым по всей его поверхности возникла череда гор, рек и озер. Все эти ориентиры были чрезвычайно крошечными, но в то же время удивительно похожими на живые, и было довольно легко увидеть различия между ориентирами. Затем эти миниатюрные изображения были разделены на блоки размером около 10 футов каждый, создавая довольно интригующее зрелище. Хань Ли, естественно, мог видеть весь световой барьер со своей точки обзора наверху, и его глаза слегка сузились, и он спросил: «Что это?» Это карта огромной ледяной области, которую мой мастер и старший дуань смогли составить после сопоставления всех географических данных, собранных существами, пришедшими в огромной ледяной области до нас. Я бы не осмелилась объявить, что это исчерпывающая карта всей области, но на этой карте можно увидеть около 80%, объяснила Лю Шуэр. Что нам нужно сделать сейчас, так это выяснить, действительно ли мы находимся в одной из областей, указанных на карте. Если нет, то это может быть для нас немного неприятно, сказал Ши Кун, указывая пальцем на световой барьер. Яркий желтый свет немедленно начал излучаться от всей карты, после чего белое пятно размером с яйцо внезапно появилось из угла карты, а затем зависло над определенным блоком.
После определения области, над которой расположился белый шар света, голос Лю Шуэр слегка дрогнул, и она сказала: «Вот и все, мы находимся на границе хребта Тысячи птиц, что означает, что мы только что вышли из моря 8 предзнаменований». Выражение лица Шикуна также резко изменилось, услышав это. Хань Ли с любопытством посмотрел на белый шар внизу и резко вздохнул, услышав слова Лю Шуэр. Пока они готовились войти в огромную ледяную область, он, естественно, прочитал много фолиантов с информацией об этом месте, особенно об известных опасных местах здесь, на случай, если он наткнется на одно из них и потеряет там свою жизнь. Хребет Тысячи птиц и море 8 предзнаменований были двумя наиболее известными местами, о которых он читал. Как следует из названия, море 8 предзнаменований, через которое они только что прошли, было районом моря, где обитали 8 легендарных древних зверей. На хребте Тысячи птиц обитали десятки тысяч духовных птиц, 3 из которых были древними животными, не менее могущественными, чем обезьяна-хранитель. Эти две области непосредственно соседствовали друг с другом, так что это, естественно, было очень неудачной областью, в которой они оказались. Таким образом, все трое замолчали, нахмурив брови, мрачно глядя на гигантский световой барьер. «Я не хочу путешествовать через хребет Тысячи птиц». Даже не принимая во внимание 3 древних птиц, даже если другие призрачные птицы заметят нас, они наверняка нападут, сказал Шикун с мрачным выражением лица. Хребет Тысячи птиц действительно чрезвычайно опасен. Даже несмотря на то, что нам удалось безопасно выбраться из моря 8 предзнаменований, это не значит, что нам повезет с хребтом Тысячи птиц, так что давайте обойдем его, Хань Ли согласился. Лю Шуэр взглянула на Хан Ли и Шикуня, прежде чем вздохнуть, и сказала: «Похоже, у нас нет другого выбора, кроме как сделать это». Увидев, что все были на одной стороне, выражение лица Шикуна немного смягчилось, но он по-прежнему оценивал барьер с нахмуренными бровями. Непосредственно рядом с хребтом Тысячи птиц находится пустыня Синего Солнца и лес темных зверей. О пустыне Синего Солнца лучше сразу забыть. Для нас это место даже страшнее хребта Тысячи птиц. Согласно записям, мы сможем противостоять силе солнечного света там самое большее полдня, а затем превратимся в пепел. Напротив, лес темных зверей содержит расу темных зверей, которая вымерла за долгое время в нашем мире духов. Ночью эти темные твари становятся в несколько раз сильнее, чем днем, так что это также очень опасное место. Однако, похоже, что это единственный вариант, доступный для нас, медленным голосом сказала Лю Шуэр, указывая на световой барьер. Мы не можем этого сделать. О темных зверей очень мало записей, а это значит, что очень немногие люди выбрались живыми из леса темных зверей, так что нам все еще слишком опасно проходить через это. Лучше пройти в другом месте, тут же возразил Шикун. Как ты предлагаешь нам это сделать? Ограниченные руины уже находятся очень далеко от нас, поэтому нам потребуется 3 или 4 месяца, чтобы добраться туда, даже если мы будем наслаждаться совершенно гладким путешествием. Если мы столкнемся с некоторыми препятствиями на пути, это число может легко удвоиться. Чтобы обойти хребет Тысячи птиц, потребуется около месяца, а лес темных зверей еще больше по площади, а это значит, что нам потребуется около 2 дополнительных месяцев, чтобы его обойти. Кроме того, нам нужно сэкономить месяц или 2, чтобы совершить прорыв. Как мы сможем добраться туда вовремя, а затем преодолеть ограничения, если мы будем продолжать обходить все вокруг? Лю Шуэр возразила холодным голосом. Услышав это, на лице Шикуна появилось нерешительное выражение. Лес темных зверей действительно кажется довольно опасным, но были существа, которые проходили через него в прошлом. В любом случае, наши записи включают некоторую информацию о том, как лучше справиться с этими существами в бою, поэтому у нас больше шансов пройти через лес, чем у тех, кто шел до нас. Кроме того, если мы вернемся с пустыми руками, не боишься ли ты наказания со стороны старшего Дуань, господин Даосист Ши? Продолжила с холодным взглядом в глазах Лю Шуэр. Ши Кун все еще колебался, и он внезапно повернулся к Хань Ли со словами: «Что ты думаешь, господин Даосист Хань?» Двое старших людей попросили меня приехать сюда и пообещали довольно щедрую награду за мои усилия, поэтому я готов пойти куда угодно, если это не означает верную смерть, спокойно ответил Хань Ли. После момента внимательного размышления Шикун внезапно усмехнулся. «Хорошо, поскольку никто из вас не боится леса темных зверей, я также пойду вместе с вами и посмотрю, насколько страшны эти легендарные темные звери». Глава 1685. Расы огромной ледяной области. Выражение лица Лю Шуэр немного смягчилось, когда он услышал его ответ, и она сказала более мягким голосом: «Раз так, нам нужно работать сообща, чтобы пройти через этот лес темных зверей. Я уверена, что мы сможем добиться успеха в этом начинании, объединив наши силы». «Хе-хе, я очень на это надеюсь», — усмехнулся Шикун. Таким образом, после недолгого разговора все трое продолжили полет в определенном направлении вдоль берега моря.
В мгновение ока они исчезли вдалеке, но вскоре после того, как они ушли, две полосы света, одна желтая и одна красная, мгновенно появились на берегу моря. Свет погас, открыв двух чужеземцев в разной одежде, и оба они имели довольно странную внешность. Один был невысоким и толстым, в огромном черном доспехе, почти закрывавшем всю его голову. Его спутник был высоким и худым, производя впечатление высохшего трупа, но он также был одет в слишком комплект мантии не по размеру, из-за чего казалось, что они оба пострадали от причудливой неисправности гардероба. Эти двое были среди немногих существ небесно-облачных рас, которые остались на том месте, где они впервые вошли в эту область после ухода троицы Ханьли. Оба они были довольно растрепаны, и на их лицах было очень мрачное выражение. Невысокий и толстый был мокрый от пота, и в его глазах все еще был намек на затяжной страх. Он сказал: «Какое невезение! Не могу поверить, что мы столкнулись с двумя древними животными одновременно. Если бы не тот факт, что они были слишком заняты сражением друг с другом, чтобы обращать на нас какое-либо внимание, мы бы ни за что не смогли пережить это испытание. Даже в этом случае нам все равно пришлось взорвать несколько сокровищ, чтобы сбежать». Невысокое и дородное существо явно чувствовало себя очень подавленным из-за того, что ему пришлось потратить свои сокровища при таких неудачных обстоятельствах. Нам уже очень повезло, что мы смогли спастись живыми от этих двух древних зверей. Однако этот район моря действительно довольно странный. Мы не только застряли в этом странном тумане на 10 дней, но и столкнулись с этими двумя древними зверями сразу после того, как сбежали из тумана, мрачно сказал высокий и худой. Слава богу, мы наконец-то выбрались из моря. Этот набор горных хребтов впереди должен быть безопаснее, верно? Невысокое и дородное существо бросило взгляд на горные хребты впереди с нерешительным выражением лица. Наш позиционный диск был совершенно неэффективен в море. Давайте посмотрим, сможет ли он определить наше местонахождение сейчас, когда мы на суше, предложил короткий и тонкий текст после короткой паузы. Хорошо, я сейчас проверю. Невысокий и полный существо кивнул, а затем открыл рот и выплюнул гладкий нефритовый диск. Объект вращался в воздухе, а затем расширился до размеров примерно 10 футов. В то же время по всей его поверхности мерцал белый свет, и казалось, что из него что-то исходило. Невысокое и дородное существо внезапно извергло шар кровавой эссенции, который превратился в облако кровавого тумана. Затем он сделал серию быстрых ручных печатей и указал пальцем на кровавый туман, и тот растворился в нефритовом диске. От диска начал исходить яркий малиновый свет, и на его поверхности, казалось, появились какие-то детали. Два существа немедленно начали внимательно рассматривать диск. Однако через несколько мгновений их лица потемнели еще больше. Что происходит? Диск все еще не может определить наше приблизительное местоположение, пробормотало высокое и худое существо. Либо мы находимся в особой области, где диск позиционирования не работает, либо два древних зверя поблизости взбудоражили здесь всю первозданную духовную ци, тем самым воздействуя на диск позиционирования. Этот диск весьма полезен, но он все еще не может сравнить и с этими немногими легендарными сокровищами, сказала низкое существо после минутного размышления. Если бы я знал, что это бесполезно, я бы не стал платить за него такую высокую цену на том аукционе. Мы потратили большую часть накопленных нами духовных камней на эту вещь. Высокое и худое существо явно было взволновано. Эта штука время от времени перестает работать, но без нее у нас не было бы возможности определить наше местоположение в этом мире. Все остальные заплатили ту же цену, чтобы купить ее, не так ли? Только кристаллические существа знают, как изготавливать эту вещь, и каждый раз, когда открывается огромная ледяная область, они получают большую выгоду от этого изобретения. Я слышал, что кристаллические существа также могут улучшать сокровища слежения, но я не уверен, что это правда. Низкое и дородное существо тоже было довольно удрученным. Так и быть, сейчас нет смысла жаловаться. Поскольку эта штука не может сказать нам о нашем текущем местонахождении, давай сначала выберемся отсюда, предложил худой и высокий, внимательно изучив горные хребты поблизости своим духовным чутьем. Я думаю, у нас нет выбора. Его спутник кивнул после короткого колебания. Таким образом, они вдвоем поднялись в воздух, стремительно улетев вдаль. Спустя несколько мгновений они исчезли в горных хребтах, и никто больше не слышал о них и не видел их. В воздухе над лесом три существа небесной облачной расы объединились в одну полоску трехцветного духовного света, несясь по воздуху. Позади них летела дюжина или около того зверей с телами львов и лосиными головами, преследуя их по горячим следам. Еще дальше несколько странных человекоподобных существ с длинным белым мехом по всему телу летели на высоте менее 100 футов над каким-то ледником. Острые снежинки, похожие на лезвие, и ледяной ветер, который мог мгновенно заморозить любое обычное существо, ничуть не повлияли на этих человекоподобных существ, и они быстро исчезли вдаль.
Глубоко в густом лесу двое мужчин в зеленых одеждах с кожей, напоминавшие засохшую желтую кору дерева, размахивали маленькими красными флажками каждый в сторону гигантского дерева, которое было выше 100 футов высотой впереди. Гигантское дерево было удивительно зеленым, но прямо в центре его ствола было зловещее лицо Гуля. В этот момент все дерево было окутано палящим пламенем, и зловещее лицо издавало пронзительные крики, взрывая потоки зеленой жидкости, чтобы противостоять огню. Около дюжины очень толстых корней деревьев также яростно вырывались из почвы вокруг основания дерева, врезались в землю с разрушительной силой, оставляя за собой траншеи глубиной в несколько футов. Если бы это было обычное пламя, то, возможно, этих корней деревьев действительно было бы достаточно, чтобы погасить его. Однако это пламя казалось неугасимым и крепко цеплялось за корни деревьев в виде проекций. Спустя несколько мгновений количество зеленой жидкости, выбрасываемой массивным деревом, начало уменьшаться, и оно больше не могло сопротивляться окружающему пламени. Его пронзительные крики внезапно прекратились, и оно превратилось в груду пепла. Увидев это, двое мужчин в зеленых одеждах сняли свои флаги, а затем полетели к куче пепла, наклонились и вытащили каждый по зеленому кристаллу. Двое мужчин переглянулись, увидев это, и оба увидели, как в глазах друг друга отражается их собственный восторг. В некоем укромном уголке огромной ледяной области было около дюжины рогатых существ мужского и женского пола, сбившихся в кучу над бескрайней пустыней. Все они слушали что-то, что говорил молодой человек с 3 короткими золотыми рогами на голове, и по ошеломленным выражениям их лиц казалось, что они услышали что-то чрезвычайно невероятное. Однако, когда молодой человек окинул взглядом своих товарищей, все они опустили головы, демонстрируя трепет и благоговение. Все вы ясно понимаете нашу истинную цель здесь, верно? Чтобы обеспечить наш успех, наши старейшины использовали высшее небесное сокровище, чтобы изготовить для нас 5 необычайных сокровищ, и даже использовали нескольких шпионов, которых мы посадили в небесные облачные расы, чтобы привлечь внимание их начальства. Уверен, что все вы знаете, что нас ждет, когда мы вернемся, если мы сможем это сделать, поэтому я не буду больше говорить об этом, спокойным голосом сказал рогатый юноша. Все другие рогатые существа были очень взволнованы, услышав это, и ответили в унисон: будьте уверены, все мы сделаем все, что в наших силах для достижения этой цели. Очень хорошо. Я все время культивировал на священной горе, поэтому я не знал всех вас очень долго. Однако от этого зависит будущее процветание нашей расы, поэтому я уверен, что все вы знаете, что в этот раз в огромную ледяную область вошло более 10 команд, но только 5 команд, обладающих одним из 5 сокровищ, получили эту задачу. Все остальные команды несут ответственность только за помощь нам и расставление приманок, чтобы другие расы не видели, что мы делаем. А пока давайте отправимся в путь, как мы изначально планировали, проинструктировал златорогий мужчина с довольным кивком. Таким образом, группа существ Цзяочи последовала за ним вглубь пустыни. В воздухе над озером, рядом друг с другом, стояли 2 иностранных русалоподобных существа. Перед ними был чудовищный кит длиной более 100 футов. На его лбу было 9 золотых глаз, и он смотрел на 2 существ с чрезвычайно удивительной аурой, исходящей от его тела. Среди 2 чужеземных существ у мужчины была пара серебряных глаз, а у женщины — пара золотых глаз, которые были очень похожи на глаза чудовищного кита. Кит издавал низкий рев, оценивая 2 существ одновременно своими 9 глазами, демонстрируя довольно антагонистический вид. У обоих чужеземцев было мрачное выражение на лице, увидев это, и после короткого разговора золотые глаза женщины вспыхнули, и она внезапно испустила звук, очень похожий на рев кита. Чудовищный кит моргнул всеми 9 глазами в унисон и, казалось, начал колебаться, услышав этот звук. Выражение лица женщины смягчилось, когда она это увидела, но она не прекращала делать то, что делала ни на мгновение. Вместо этого ее рев становился только громче, чем раньше. Внезапно рев чудовищного кита оборвался, и золотой свет вспыхнул в его глазах, прежде чем его массивное тело качнулось, после чего он пролетел несколько кругов вокруг 2 существ. Вернувшись на свое первоначальное место, он издал еще один низкий рев, и на этот раз, услышав это, на лице женщины появилось приподнятое выражение. Она тут же взлетела в воздух над чудовищным китом, а затем медленно опустилась на его спину. Этот, казалось бы, чрезвычайно мощный кит отреагировал довольно доброжелательно, позволив женщине сесть на его спину, и метнулся прочь в виде полоски синего света по ее приказу. Спутник женщины, естественно, последовал за ними.